Информация по потоку. Сегодня такая тема. По какой причине в вашем пространстве, так или иначе, через третьих лиц, через 25-х, скрывается информация об определенном человеке? Допустим, вы могли общаться, вы могли к этому человеку обращаться за услугами какими-то, да? Ну, то есть, как бы особо не пересекались лично, да? Но контакты были. И вот вам, допустим, один человек там говорит: слушай, а ты там в курсе, вот та, допустим, или вот тот, да, а вот на самом деле вот такое вот Г говорит, а вот на самом деле вот так вот к людям относится, да. Ну, то есть, возможно, вы к какому-то практику обращались. Вот интересно мне посмотреть, почему эта информация к вам доходит. Что вам хотят передать высшие силы? О чем предупредить, возможно? Ну, не знаю, ребят. В общем, вот такая вот тема. Давайте посмотрим. Для начала я хочу глянуть на магическом блоке. Для чего вам эта информация? Давайте так скажем. Короче, напрямую идем. Чего уже там долго, да, мусолить это? Идем напрямую. Была ли какая-то магическая дурня в вашу сторону от этого персонажа? Рунические воздействия. Это женщина. Женщина позиционирует себя, что она проводник светлых, что она ведающая, знающая. Либо же здесь, давайте я вам так скажу, любители рейки могут проходить. Давайте так, 4 и 5. Эта женщина, во-первых, создает о себе... Она вокруг себя создает шлейф определенной информации. А для чего ты это делаешь? Ну, если человек это излучает, ему искусственно это не надо делать. Это по отношению к мужчинам, по отношению к женщинам. Смотрите, здесь человек через нижние чакры с мужчин качает. Короче, на мужчин идет переклад, на женщин пробой энергетического поля от этой женщины. Вот такие вот воздействия на вас были. Здесь из области, понимаете, сейчас я все-таки уточню еще. Смотрите, суккубы и инкубы выпадают. И что он тебе дает, этот талисман? Ребят, ну на кого-то вольт. Здесь, понимаете, такое ощущение, что человек на большое количество людей, да, использует этот вольт. А конкретно на вас. Ну, я вам хочу сказать так. По меньшей мере, использование вашей фотографии, даже из социальных сетей, и свеча у меня трещит. Человек реально через медитации это все делает. То есть здесь по сочетаниям карт, я вам серьезно говорю, здесь проходят энергии рейки. Для тех, кто не в курсе, поверьте мне, есть двери, которые иногда не следовало бы открывать. Но это так, как говорится, лично мое мнение. Так вот, свою кровь использует, вольты крутит, однозначно фотографии через интернет достает. Здесь человеку хотелось бы... А зачем тебе это вообще, в одиночество вас посадить? Чтобы у вас застой потока энергии был. В храмах работает. Вот смотрите, Будды, медитация и храм вылазит. Только подтверждение насчет вот этой вот замечательной особи. Понимаете, насчет вот этих реек и шпал. Здесь я вам хочу сказать, что человек с определенными силами договаривался. Вот.
Опять же таки, а для чего он? Посадить вас в одиночество. Для чего тебе это? О, и хозяин кладбища здесь еще у нас. Ну, понятно. Она здесь не одна могла против вас работать. Ой, и деревенская магия пришла. А что ж ты такая высокодуховная-то по деревенской магии? Здесь люди протягивали лапы к вашему детищу. Здесь на самом деле, я не знаю, в курсе ли эта барышня, но она на самом деле работает на Абару. Абара ею управляет. И она под подселением. Пытались подселов на вас кинуть. Здесь у вас чистка, скорее всего, проходила. Да. И чистка, скорее всего, вы люди, которые вышли из-под влияния эгрегора. Любого. Вообще не важно. Не только христианского. Здесь ваше детище. Здесь человек увидел ваш потенциал и такой: здравствуйте, а почему бы нам что-нибудь тут не дернуть? А может, человеку кто-то в уши за вас налил, а ума не хватило инфу перепроверить, либо, ну, закрыта у вас информация, была некая проверка на вшивость. Давайте так, я выкладываю 3 карты. Этот человек, это вы. На вас 3 карты буквально. Ну, делали ли вы что-то поганое в сторону этого персонажа? И зачем вам вообще эта информация? Сплетни. Здесь сплетни по поводу ваших защит. У человека, возможно, такая, знаете, состояние белки. А что же это у вас за защиты с вашей стороны? Хорошо, и куда у вас направление? А здесь вы спокойно магией занимаетесь, спокойно, целенаправленно. Куда? В каком аспекте? И? Ребята, я сейчас буду уточнять, что там сплетничали о вас. Здесь такое ощущение, что вы просто проходите становление. Возможно, кто-то себя начал транслировать в интернете, да, свои определенные достижения. Здесь я больше вижу, что вы очищались и от эгоизма. Возможно, на вас его напускали. То есть это было напускное, циклично повторялись эти явления. Здесь у вас очищение. Я уточнила насчет доступности. Здесь кто-то хотел бы к вам больше в пространство влезть, но вы здесь простроили защиты. Вы проработали свои обиды, разочарования, то есть какие-то ссоры с определенными людьми. Вы поняли, что если кто-то уходит, на то есть причина. То есть вы здесь больше в своих каких-то моментах. А ну-ка, давайте-ка теперь смотреть. Почему это, вот давайте вот так я и посмотрю, да, основные вот эти 3. Почему эта баба в плену вообще по отношению к вам себя посадила? У нее нет такого выбора, который есть у вас. Зависть к вашим способностям, возможностям. Вы умеете стремиться и достигать цели. Здесь человек пытался, знаете что, ваших фамильяров, духов-помощников на себя передернуть, потому что ваши защиты не дают покоя человеку. Что за сплетни? За ваш счет хотели... Понимаете, здесь такие разговоры. Во-первых, людям полетела расправа. Ой, здесь, возможно, через интернет люди очень многим смотрящим, ну, за их деятельностью наделали дряни. Они как будто бы управляют, там люди могут, знаете, с лярвами уходить от таких товарищей.
И здесь не один человек, это однозначно. У них возрождение богатства закрыто. А при чем здесь вы? Они сплетничают. Ага. Здесь каким-то образом, господа товарищи, то, что вы реализовали себя, сработало так, что у этих господ все полетело. Они больше не могут решать, они не управляют ни своими фамильярами, ни договорами, даже своей башкой они не управляют. И здесь нарушены договора. Короче, деньги со всего мира, поняли, да? С различных стран могли приходить. Чем ваши защиты интересны? А что же вы там скрываете? А как же вы карму проработали? А у них не получается. А как же, а что же? Надо знать, почему у вас есть власть над другими, родовая, а у них нет. А вам тут род помогает. У вас сила рода, у большинства из вас велика. Так а вы что хотели? Эту силу рода забрать или что? Они предупреждения от высшего абсолюта получали. О том, что эти единороги зарабатываются определенными вещами по карме. Их просто так не вздернуть, и эти знания просто так не даются. Что это подарок за тот путь, который вы прошли. А эти люди просто за вами наблюдают и глазят. А у них давно все это разрушено, потому что здесь люди не собираются погружаться в себя, они отторгают этот путь отшельника, где нужно себя принять, понять, проработать. Но когда кто-то это сделал и получает какие-то блага от Вселенной, вот этим дятлам интересно сдернуть этот ресурс. Вы теперь сами плетете веретено своей судьбы, понимаете? А они работают, короче, а все не фартит. Не фартит, ребята, не фартит, понимаете? Беситься могут, у них нижние чакры пробиты. И у них рассорка с их стаей. Это как родовая система, это могут быть люди, которые, допустим, ну опять же таки, если это вы здесь смотрите на кого-то, у кого, допустим, есть там страницы в интернете, тот же канал Ютуба, да, у какого-то практика. Здесь, ну, как бы своя стая, да, у человека присутствует. Да любой там, ну, к примеру, какой-то бизнес там даже в Инстаграме, да, у кого-то. Ну, как вариант я озвучиваю. То есть у человека есть своя стая, и у него идет рассорка с этой стаей. Человек борется теперь. Человек под масками. Уже предзнаменование зла получили. Но почему-то думают, что они куда-то съездят, и проблема их решится. Ой, вы знаете, здесь люди начинают пытаться играть на две стороны. Но понимаете... Вот смотрите, здесь могут попадать в треугольники, здесь сами могут их создавать, то есть, понимаете, влазить третьими, и влазили. Типа я рассчитываю на себя, типа мне семья всего дороже, и типа у меня как бы и тьма, и свет во мне, но при этом человек черный и направленная злая воля. То есть здесь персонаж вот явно решил переметнуться. Понимаете, толерантность и сотрудничество с темными и со светлыми дается не каждому. И сейчас идет отшлифовывание тех людей, которые могут и которым дорога туда закрыта. А они, видимо, хотят этого, потому что это, ну, как-то перспективно теперь им показалось. Понимаете, они об этом не знали. Они вот влезли куда-нибудь там в свои какие-то учения и решили, что все, на этом как бы пик совершенства достигнут, понимаете?
А оказывается, нет. Оказывается, есть еще куда развиваться и куда стремиться. Но опять же таки, видите, люди отвергают свой путь познания. Им бы как бы, ну, скоммуниздить, своровать и тому подобное. Поэтому вот такая информация, ребят, учтите, я не знаю, за кого у вас там всплыло. У меня это свои персонажи, разумеется, у вас будут свои. Всем осознанным добра этого мира, как всегда. Всем пока-пока.